Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Сегодня у нас обзор сделок. Я давно не видел такой концентрации идеальных сигналов, которая была в пятницу, вот в эту 4 марта. Сумасшедшие сигналы. И сегодня очень хороший день, выходной, чтобы рассказать вам, как я строю свой анализ, как я подхожу к сделке. И это будут такие общие принципы. Конечно, будем смотреть на сигналы моей системы, точки входа по системе. Но в первую очередь цель этого видео через то, как я работаю с графиком, через то, как я работаю вокруг своих сигналов, показать вам простые приемы, простые принципы, да, торговли, открытия позиций, работы с позицией, то, как я вижу график, и то, как вы можете каждый день, приходя на рынок, работать с графиком и быть лучше, быть более, скажем так, результативным трейдером. Вот сегодня мы будем об этом говорить. Возможно, разделим это видео на несколько частей, потому что сегодня разберем нефть. Да, нефть с недавнего времени снова в моем портфеле. И, конечно, то, что сейчас творится на этом рынке, сумасшедшее движение, и, я говорю, сигналы на редкость очень высокого уровня. Возьмем вертикальную линию, поставим вот сюда. Первый сигнал у меня был как раз около 16 Москвы, вот в этой области. Сейчас я подробно покажу, где был вход и так далее. Но давайте от левого края к правому. Что я видел, когда пришел, да, на рынок? Первое, я обратил внимание, что рынок пробил существенные зоны сопротивления. То есть вот здесь мы видим, рынок пробил структуру слева. И что самое любопытное, рынок пробил максимум европейской сессии. У нас европейская сессия открывается около 11 по Москве. Понятно, что здесь тоже еще Европа, но момент открытия, основные европейские торги до Америки, вот они, вот здесь. И мы видим вот здесь ключевые зоны сопротивления. Вот этот максимум, здесь структура, концентрация уровней большая. Здесь в Европу были продажи. Но как только началась Америка, мы видим, рынок стал пробивать предыдущие уровни. То есть я понимаю, что я в бычьей фазе, в бычьем тренде. Я не обращаю пока ваше внимание на мой тренд-фильтр, потому что еще задолго до сигнала он стал зеленый, говоря о том, что что-то меняется. То есть мы видим, что рынок находился в боковике, продавцы активно продавали, да, и в итоге произошел прорыв, да, вот этой всей зоны сопротивления. И мне это говорит о том, что лучше быть на стороне покупок. Лучше быть на стороне покупок. Следующий вопрос. Если я на стороне покупок, то где мне покупать? И вот здесь такой же простой ответ будет. Где вам покупать? Там, где цена до этого топталась, там, где цена до этого находила сопротивление. А где цена до этого находила сопротивление? Здесь, 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 здесь. То есть предыдущая зона сопротивления, она же выступает из зоны, где мы рассматриваем вход, она же выступает для нас, скажем, точкой, зоной, где может произойти, да, изменение сил, да, баланса сил. И если рынок пробил эту зону, то я жду и рассматриваю ее как зону покупок. Если это зона сопротивления, то, соответственно, после ее пробоя зона поддержки, зона покупок. То есть, кто я, покупатель, где войти? Где войти? Вот в этой зоне. И еще важно, не мыслите уровнями. Вот просто вот горизонтальный уровень, вот мой уровень. Все, уровень сопротивления. Так не работает. Мыслите зонами. Потому что рынок не идеальный, он не тикает уровень и не отбивается. Иногда цена может пошуметь, походить, погулять, особенно сейчас, да, когда рынки волатильны. Поэтому мыслите зонами. То есть это вся зона, если я еще раз уменьшу график, вот так, возьму инструмент для выделения, мы вот так выделим, и это вся зона, не просто вот один уровень, или вот здесь, а вот это вся зона сопротивления, 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 то есть вся зона сопротивления. Угу. И рынок вышел из этой зоны. Как только рынок вышел из этой зоны, я жду отката в эту зону. Соответственно, где войти?
в этой зоне. И вот ключ. Когда войти, в какой момент открывать сделку. И вот здесь на помощь приходит паттерны, сигналы. Что мы здесь видим? Мы видим, рынок упал, ударился, отскочил и затем снова вернулся, сформировал дно. Да, мы видим дно. Возьмем наш треугольник, рисование треугольника, клик, раз, клик на середину 2, клик на середину 3. И видите, какой это треугольник ровный. И есть незаполненное пространство между левой и правой стороной, вот здесь. Это очень хороший признак паттерна, который отрабатывается. То есть большинство паттернов, которые отрабатываются, они имеют пространство достаточно очевидное, просматриваемое, легко. И левая, и правая сторона, видите, они находятся практически, если я треугольник чуть выше делаю, вот так, на одной ценовой горизонтали. Вот если я поставлю курсор, вы увидите, левая и правая стороны почти тикнули. Это называется симметрия. Симметрия – очень важный признак, что общего между всеми прибыльными такими паттернами. Симметрия, пространство вот это незаполненное. Фиксируйте, критичная информация, которую вы, возможно, нигде более не услышите. Да. И еще один хороший критерий, это когда после формирования паттерна мы видим, да, вот на этом баре паттерн завершился, и на следующем баре свеча телом закрылась выше максимум предыдущей свечи. То есть получается, в течение двух свечей все это произошло. Паттерн сформирован на этой, а на следующей уже произошло более высокое закрытие. Мы используем более высокое закрытие как фильтр входа на правой стороне, несмотря на то, что тренд бычий, все красиво, все идеально. Это вообще эталонная сделка. Здесь можно наращивать объем значительно, потому что условия настолько идеальные, да, что здесь нет ни одной причины или какого-то сомнения, которое может прийти в голову, что эту сделку нельзя. Вот такое бывает. Да, бывают дни, но смотришь, деньги лежат буквально на столе. Поэтому фокусируйтесь на хороших сигналах, фокусируйтесь на консервативных сделках. Не надо торговать агрессивно, особенно если вы новенький. Консервативный трейдинг, это значит, вы спокойно от левого края к правому подходите, и у вас есть ряд условий, которые должны быть соблюдены. А не то, что одно условие пробили, покупаю. Нет, не работает. На длинной дистанции потеряете деньги. Добавьте некоторые условия, чтобы, во-первых, вы понимали, вы пропускали через себя этот процесс. И это такой тоже сдерживающий фактор. Да? Вы будете меньше дергаться, меньше сделок будет, и вы больше сможете контролировать себя, свое поведение, чем если вы входите агрессивно. Здесь агрессивно, я купил, улетел, buy, sell. Это не работает так. Вы можете смотреть мои видео, вы можете смотреть видео других трейдеров, которые внутри дня торгуют очень быстро, интенсивно, активно, агрессивно. Но если вы новенький, это вам не нужно. Вам не надо так торговать. Вам нужно торговать от левого края к правому, желательно с 3-5 условиями на вход в рынок. Пробили уровень, пришли к уровню, сформировали паттерн, подтвердили паттерн. 4 условия. Да? И можно ли это каждый раз репетировать? Да. Таким образом, еще раз, если какое-то условие выпало, вы не будете входить в сделку, и это исключает быстрые, резкие, рандомные, стихийные позиции. Да, иногда бывает пробивает, улетает, но вам это не нужно. Вам нужно сформировать, еще раз, терпеливо. Я на это постоянно обращаю внимание. Наверное, за всю свою карьеру раз миллион уже повторил это. Дисциплинированное, терпеливое состояние ума. Только если с этим более-менее порядок, будут приходить деньги. В остальных случаях вы этого не сможете добиться. Ну, я имею в виду профитов на стабильно. Да, у вас будут прорывы какие-то, все будет получаться. Вы там торгуете агрессивно. Я там зашел, здесь купил, все, бабки заработал. Но как часто бывает, потом все подслил. Да? Поэтому последовательно. Если вы новенький или если вы понимаете важность информации, о которой я говорю, ставьте лайк. Возникают вопросы, пишите в чат, пишите под этим видео. Да. Потому что у нас есть закрытый чат, закрытый канал Telegram. Но здесь тоже есть возможность писать свои вопросы. Фиксируем, да, информацию. Паттерн должен быть подтвержден. То, что здесь дно, да, все условия есть, красивый, это тоже важно. Но это уже детальные характеристики конкретного сигнала. Кто я покупатель, где войти в этой зоне, когда войти вот здесь, на этом баре. Вот здесь был вход, buy сигнал. Вот в этой точке. Да?
Buy сигнал сформировался. Дальше что мы делаем? Если мы здесь купили, мы ставим стопы. Где ставим стопы? Одно из моих правил, стратегия округления называется. Если я покупаю, и мой стоп падает в район круглого значения, вот здесь мы посмотрим по WTI около 109. По правилам стоп будет на 109. Но есть другое правило. Если стоп падает на круглое значение, например, 109, 108, 107, в данном случае 109, то нужно поставить его за 109. Буквально на 5 центов достаточно нефти. Да? 109 мы можем поставить 108, 50, 108, 80 вот сюда, в эту область. Это очень важно. Несмотря на то, что сделка по тренду, сделка идеальна, все равно. Стратегия округления. Некоторые трейдеры допускают очень большую ошибку, и они не могут никак вот с этим, знаете, они настолько привыкли так делать, что они не могут прекратить это делать. То есть настолько привычка, да. Они покупают по любому паттерну и ставят ультра короткие стопы, чтобы получить большую прибыль. Ультра короткие стопы. И сколько хороших сделок они из-за этого убивают. Да, потому что не дают пространства, заходят и думают, что сразу должна пойти в их сторону. Почему? Рынку нужно дать пространство, особенно изначально. Сейчас я дальше расскажу, как управлять позицией. То есть вы здесь купили, вот здесь сигнал на buy, это наш топ, один из топовых сигналов с трейдерами в закрытом чате. Стопы за 109, да, там 108, 50, 108, 80, здесь еще структура, вот, наверное, идеальный консенсус, даже 108, 70 достаточно, потому что здесь еще слева уровень есть. Да. У нас получается стоп не маленький, 60 центов, да, по WTI. Тейки где мы ставим? Смотрим всегда налево. Если вы покупаете, продаете, налево, где ближайший максимум или минимум? Вот ваш ответ, где ваш take profit. Всегда первый take profit или первые зоны, область, когда нужно что-то делать дальше, это вот здесь. Почему? Потому что это предыдущая структура. Меня не волнуют другие уровни слева, меня волнует самый ближайший уровень. Особенно если мы торгуем на коррекциях, то, естественно, у нас слева будет максимум, потому что перед коррекцией рынок сделал максимум. Да? Вот у нас зона принятия решений. Какое решение здесь мы можем принять? Если наш стоп здесь, вот в этой области, мы берем стоп, когда цена подходит, двигаем вот сюда, ужесточаем. Да, вот таким образом, вот сюда. Первый вариант. Второй вариант, мы снимаем полпозиции вот в этой области, вот здесь. Здесь у нас в пунктах как раз получается 1 к 1. Мы сняли полпозиции. Угу. И дальше мы уже управляем в соответствии с нашими правилами. Сейчас я сюда не буду копать сильно, потому что это более прогрессивный вариант. Я буду стараться держаться базы. Да. Дальше как мы торгуем? После того, как мы увидели паттерн, цена его пробила середину паттерна. Вот она, середина паттерна. В сделках по тренду особенно. После пробоя середины паттерна мы берем минимум паттерна, мы берем максимум пробойной волны вот этой. И 60% коррекции мы покупаем сразу агрессивно, то есть мы добавляем, наращиваем позицию. Это одно из лучших мест, чтобы наращивать позицию по тренду. То есть первая закупка идет здесь, вторая закупка идет 60-80, но не часто рынок опускается ниже, обычно тикает 60%, особенно если это граничит с серединой паттерна. Опять же таки базовая структура, структурные сделки, и это наращивание объема. Да? Соответственно, если мы здесь нарастили объем, мы ожидаем тейки опять где? У предыдущей структуры, первые тейки. И дальше, если у нас есть вторая позиция, либо остается какая-то часть позиции, мы, одну секунду, мы двигаем стоп по минимумам, да? Вот таким образом, по минимуму. Но еще раз, сюда не буду особо углубляться, возможно, в следующем вот видео после этого будет продолжение, да? Мы поговорим об этом. То есть я буду более подробно на базовых вещах останавливаться, потому что это основа, и многие трейдеры там все изучают, читают, но базу-то упускают, потому что это кажется понятным и простым. Ну, как я это уже и так знаю, мне надо что-то еще узнать, чтобы зарабатывать. А насколько ты это в практику внедрил,
то, что ты знаешь, там уровни важны, тогда насколько это является частью твоей ежедневной работы с графиком. Или просто это на уровне знаний, что я это как бы знаю, и так игнорируется. А мозг все хочет новой подпитки, новые знания. Мне надо еще что-то узнать. Волны Вульфа, волны этого, виллы какие-то. Иногда пишут про какие-то виллы. Что за виллы? Это мало что определяет. Серьезно, это лишь дает вам какой-то, я не знаю, чувствуешь, что ты как бы учишься. Да, я учусь же, мне надо все знать. Это в большинстве случаев бесполезная информация. Если нет фундамента, то все, что вы туда будете накидывать, всякие, да, другую лабуду, то она все будет впустую. Да. Теперь идем дальше. Следующий сигнал. Я говорю, парадоксально, что так много сигналов было по WTI за вчерашний день. Прям какая-то, я не знаю, калейдоскоп хороших сигналов. Дальше. Рынок снова сделал новый максимум вот здесь. Да. Потом снова коррекция. Да, рынок снова скорректировался. И обратите внимание, что мы здесь видим. Одну и ту же картину. Снова паттерн. Да, как здесь слева. Тоже есть пространство. Тоже достаточно симметричный. Покупать вот здесь, где появилась первая свеча, которая телом закрылась выше максимума предыдущей, вот эта свеча, дорого. Почему? Потому что если я покупаю здесь, да, и вообще, когда я покупаю либо продаю, я всегда смотрю на то, где я могу поставить стоп логически. Логический стоп, логичный стоп, как вам больше нравится. Стоп, продиктованный структурой. Стоп, продиктованный предыдущими минимум-максимумами. Вот сейчас, секундочку. Масштабное оживление сегодня в субботу. Так вот, более высокая цена закрытия здесь, и если я здесь покупаю, мне нужно поставить стоп где? Потому что когда уже паттерн сформировался, я знаю, где будет стоп. Вот здесь, за этим уровнем. Он не может быть уже, он не может быть ближе, и мне хочется, может быть, поставить короткий стоп. Да? Но еще раз, чем короче и чаще вы будете ставить эти короткие стопы, особенно если вы новенький трейдер, тем больше вы будете терять денег. Поэтому ставьте лучше шире стопы, дайте рынку пространство, особенно вот сейчас, когда рынки волатильные. Когда рынки волатильные. Угу. Так вот, продолжаем. Здесь нет покупки. Я говорю, ну хорошо, какой следующий план? Пробой середины паттерна. То, что мы наблюдали здесь. Пробили середину паттерна, да или нет? Что значит пробили? Телом закрылись выше середины паттерна. Закрылись. Берем фигу, натягиваем. И 60%, 70% это наша зона buy. Причем, когда мы торгуем с трендом, можно покупать с руки без подтверждения. Можно здесь ждать дожи, свеча неопределенности, волчок. Она, как правило, будет всегда, когда рынок намерен отработать сигнал, отработать эту комбинацию. Можете добавить, запишите, если хотите. Но по тренду можно брать прям сразу от 60. Упадет ниже, мы не знаем, поэтому 60 это, скажем так, начальная область, где надо уже действовать агрессивно. Иногда бывает тикает и просто как сумасшедший отлетает. Таким образом вы гарантированно поучаствуете в тренде, если он продолжится. Да? Стопы всегда за уровень. Если я покупаю здесь, я не могу поставить стоп здесь, потому что у меня слева есть уровень, я не могу его игнорировать, стоп за предыдущей структурой. Всегда. Также у нас есть еще одно правило, если мы, например, видим паттерн, да, то мы можем ставить стоп на глубину паттерна. На глубину паттерна. Да? Вот таким образом. Это тоже еще одно. То есть вариантов много, но плюс-минус мы получим примерно один и тот же стоп. Видите, вот здесь стоп мой, также за структуру. Вот. Если здесь buy, то где мы ожидаем take profit? Первое, ретест вот этой структуры, предыдущая зона сопротивления, самая ближайшая, мы внутридневные трейдеры. Если мы здесь купили, мы рассчитываем сюда. Либо мы можем здесь не брать тейк, вот в этой области. Не обязательно можем взять наш стоп, который был вот здесь слева, и просто его подогнать за этот минимум. Либо еще ужесточить. Таким образом, если пойдет, мы можем нормально сорвать. Да? А если не пойдет, ну выйдем по нулям.
Если мы здесь берем, да, это относительно небольшой профит, но протестируйте, посмотрите, как будет лучше. Я не скажу, что я постоянно действую одинаково в плане выхода из позиции. Я смотрю по ситуации, по состоянию рынка, по тому, как рынок реагирует на мой сигнал, и дальше принимаю решение. В некоторых обстоятельствах я забираю тейк, в некоторых перевожу без убыток, в некоторых ужесточаю стоп и дальше наблюдаю. То есть это режим управления в процессе поведения цены. То есть как рынок реагирует на мой сигнал. Ведь каждый раз по-разному. Иногда идеально, иногда сразу цена взлетает, а иногда так еле-еле ползет, замирает рынок. Очень много факторов, которые могут повлиять на решение, но это уже, скажем так, придет потом, когда вот эта структура у вас выстроится в торговле, да, это следом придет. Ладно, здесь я беру тейки, да, на ретесте, здесь, не здесь, а на ретесте структуры. У меня остается остаток позиции. У меня есть еще, конечно, ряд других условий на графике, которые я вижу и сейчас вижу, но я вам о них сейчас не скажу, потому что эта информация, она влетит и все, и улетит. Надо быть в закрытом чате, надо быть участником нашего сообщества, чтобы вот эти фишки видеть, когда рынок готов к ускорению. Да, какие признаки на графике, что сейчас может шарахнуть наверх и не надо закрывать. Я сейчас не буду на это акцентировать внимание. Я хочу зациклиться на том, что сейчас вам зайдет, скорее всего. Да, что вы сможете переварить сейчас, да, вот за эти там 20 минут плюс-минус. Да, затем я двигаю стоп, вот в этой области я выхожу. То есть после вот этого TC, вот где-то здесь я закрою, да, мы видим, рынок еще чуть прошел, но у меня нет задачи брать по самой не хочу, это невозможно и это не нужно. Ну, если часть позиции закрыта, остаток мы двигаем. Но затем произошло еще одно событие. Ну, посмотрите, вот насколько идеально. Да? Третий байт. 3 покупки подряд, и они плюс-минус похожи. Рынок делает снова новый максимум. А рынок делает снова новый максимум. И что мы видим? Мы смотрим налево. Структура предыдущей зоны сопротивления становится поддержкой. Смотрим, что здесь круглое значение 111. И здесь же мы видим просто идеальный стрелочный сигнал на покупку. Это финальная сделка. Мы 3 сделки один в один, 3 по тренду с чудовищным просто потенциалом. В среднем, если мы возьмем 100 пунктов здесь, в среднем 150 здесь и где-то 100 здесь. Всего лишь за вот эти 3 простых трейда за какие-то там 2 часа плюс-минус. И TC-BY это один из моих топовых сигналов для торговли на коррекциях от уровней. Да, в боковиках прям однозначный хит. Хит. То есть тест уровня, TC-BY, вход на покупку. Тест уровня, TC-BY, вход на покупку. Стопы за круглым значением, но они здесь и так за круглым значением. Здесь структуры нет никакой, соответственно, я ставлю на основе количества пунктов. Обычно это 50-60, если рынок очень сильно волатильный. Если не волатильный, где-то 25-30, но сейчас волатильный, поэтому где-то 60 тиков стоп. Да, вот таким образом. Еще раз, структура первичная. Если мы здесь купили, где мы ожидаем тейк, на ретесте другой структуры, вот здесь, первая область, где мы должны действовать. Мы можем не брать здесь тейк, но я предпочитаю забирать первую часть позиции, да, и дальше, если идет еще, может быть, наращивать, может быть, добавлять, да, добавлять к сделке. Мы видим все это время мой тренд-фильтр зеленый, тренд бычий. Да. И еще посмотрите на одну деталь. Это не обязательно, посмотрите, насколько коррекции вот эти симметричны. Видите? То есть у нас была вот эта коррекция, и потом рынок скорректировался и сформировал один в один коррекцию. Это уже дополнительные аргументы. Они не так важны, не так критичны, но в процессе, когда вы смотрите долгое время на график, ваш глаз уже самостоятельно распознает это, и рука тянется просто буквально. Да? Вы начинаете уже замечать эти вещи, и они могут тоже вам помогать, да, с точки входа, со временем входа и так далее. Ну и затем видим просто сумасшедший сигнал на максимуме дня, тест уровня стрелочный sell с разворотной вершины. Посмотрите, как повалилась нефть потом. В общем, на 300 пунктов. Просто огонь. В общем, если это видео было для вас полезным, интересным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, задавайте свои вопросы под этим видео. Хотите больше, хотите, скажем так, интересует вас возможность, как выстроить, да,
более детально логику торговли, как научиться управлять эмоциями, ну и, конечно, торговать последовательно с помощью визуальных сигналов, это очень важно, то есть тех сигналов, которые мы видим на графике, той информации, которую мы видим, то выбирайте систему кластер трейдер, range трейдер, либо скальпинг трейдер. Все эти термины под этим видео, вся информация. Будут вопросы, пишите нам на почту. До связи. Пока.